Всем привет, ребят! Вы на моем канале 10 тысяч часов, канал, на котором я показываю свой путь к мастерству, а также то, чего можно добиться, усердно трудясь и занимаясь любимым делом. Итак, как увеличить продуктивность занятий и ускорить время освоения любого навыка. В моем случае это гитара, как видите. Кто не в курсе, я учусь играть на гитаре. Вот тут оставлю короткий ролик, где подробнее об этом говорю. В вашем случае это может быть все что угодно, неважно. Программирование, веб-дизайн, иностранный язык, вышивание крестиком. Принцип везде один и тот же. Буду рассказывать свой личный опыт и думаю, в двух словах стоит сказать, как я к нему пришел. Когда я начал заниматься на гитаре, мне было интересно, я много читал биографии лучших гитаристов прошлого и современности, много интервью посмотрел. И помимо прочего, я заметил, что их объединяло то, что они много времени посвящали занятиям. Также я знал о теории 10 тысяч часов, которая говорит о том, что освоение навыка, достижение мастерства в любом деле можно добиться, посвятив ему 10 тысяч часов и более. У меня быстро это соединилось в голове, и я решил, раз уж мне придется много заниматься, почему бы мне не проверить эту теорию. Я скачал приложение на телефон и стал учитывать время своих занятий. Когда сажусь, включаю таймер. Когда заканчиваю или какой-то перерыв больше, чем 1-2 минуты, останавливаю. Так подсчет получается довольно точным. И надо сказать, что я быстро к этому привык и сейчас даже не замечаю, что мне там надо нажимать на кнопочку на телефоне. И какой же неожиданный побочный положительный эффект я заметил. Во-первых, я очень быстро стал замечать, что когда засекаю время, я концентрируюсь на том, что мне нужно, и не отвлекаюсь на разную ерунду, там, болтание по телефону, соцсети, витание в облаках и тому подобное. То есть, если, к примеру, я наметил отзаниматься сегодня 2 часа, то чистого времени занятий будет 2 часа. Раньше, когда я не засекал время, я думаю, в лучшем случае было 1-1,5 часа. Я не знаю точно, как это работает, но какая-то особенность психики человека. То есть внутри такой происходит разговор, что ты засек время, и нужно посвятить его именно занятию, а иначе получается самообман. Что это дает? Вроде бы полчаса не так уж и много, но если ты каждый день занимаешься на полчаса дольше и с максимальной концентрацией, то на большом промежутке времени это как раз таки значительно приблизит момент, когда ты достигнешь желаемого уровня владения навыком. Второе. К примеру, также я наметил заниматься каждый день 2 часа. Но подходит вечер, я захожу в приложение, вижу, что у меня 1,5 часа. Делать вроде как не особо хочется. Раньше я бы вообще этого даже не заметил. Сейчас я вижу, что цель моя не выполнена. И это придает энергии, мотивации все-таки доделать намеченное. Пускай это будут не самые продуктивные полчаса занятий, но это однозначно намного лучше, чем ничего. Ну и таким образом, опять же, помимо того, что вы закаляете свой характер, то есть если там первые 15-20 раз вам нужно себя заставить, то потом уже заставлять не нужно. Я лично себя не заставляю. Это просто привычка. Я доделываю то, что я наметил. И также это, опять же, приближает тот момент, когда вы освоите нужный вам навык. Дальше. Когда на протяжении какого-то долгого времени, месяц, 2, 3, значит, ты видишь, что ты занимаешься максимальное время, на которое способен твой мозг,
максимальное время свободное, да, которое у тебя есть, ты чувствуешь себя просто красавчиком, ну или красоткой, девчонкам отдельный привет, которые смотрят. И это придает мотивации, бодряка какого-то, энергии, да, продолжать занятия. Это как замкнутый круг получается. Ты занимаешься лучше, и от этого тебе хочется заниматься еще больше. И последнее, что вытекает, да, из этого, со временем ты замечаешь, что вот эти 2 часа занятий в течение дня, они даются тебе легче. И к концу 2 часов сравнительно ты не уставший, есть концентрация, и ты просто можешь добавить, поставить себе цель заниматься не 2 часа, а 2 часа 20 минут. Не нужно за этим гнаться, все-таки в первую очередь, особенно поначалу. Пусть это будет там 30-40 минут, час, но продуктивные занятия, да, с максимальной концентрацией. Но все-таки со временем однозначно можно увеличивать время занятий, потому что вот эта усидчивость, концентрация внимания, она тренируется как мышца. Это реально так, говорю мы собственного опыта. Ну вот эти 4 пункта, в общем, если сложить, получается, они как бы вытекают один из другого, но они довольно прилично приблизят тот день, когда вы достигнете нужного желаемого уровня. Вот, обязательно хочу сказать, что это хорошие советы, не нужно мне там верить или не верить, просто возьмите и проверьте сами. Но эти советы или любые другие не будут работать без фундамента, скажем так. А фундаментом является постановка цели. У вас должна быть цель. Как глобальная, ну, например, я буду играть на гитаре на самом высоком уровне, так и ежедневная. Там, к примеру, я буду заниматься, посвящать инструменту 2 часа в день. Ну, в моем случае это не 2 часа, но не суть. Принцип такой. Что бы ни случилось, плохая погода, плохо себя чувствуешь, начальник вынес мозги там, или препод в универе, у подружки критические дни, абсолютно неважно. Ты просто берешь и делаешь то, что наметил. И это значительно увеличит шансы на успех. И также последнее, что значительно укрепит этот фундамент, да, так называемый. Дело, которое вы выбрали, должно быть вам по душе, должно вам нравиться. И тогда вам не придется заставлять себя, искать мотивацию, какие-то ролики, заряжающие без конца смотреть на YouTube. Мотивация будет исходить изнутри вас. Желаю каждому найти дело по душе, поставить себе цель и добиваться его. С усердной работой и занимаясь любимым делом можно достичь любую цель. Любую.